Всем привет! Если смотрели наше видео с выставки CEE, то, наверное, как и я, были приятно удивлены новинками и технологиями. И вот скажите, как среди всего разнообразия бытовой техники не потеряться? Особенно, когда дело касается кухонных устройств, плиты, холодильника. О последних сегодня и поговорим. Я постараюсь максимально быстро и понятно рассказать о том, как правильно выбрать холодильник. Начнем? Первым делом обратите внимание на габариты устройств. Для небольших кухонь подойдут модели высотой 1,70 м, 1,85 м и шириной 60 см. Если позволяет пространство, то можно присмотреться к устройствам побольше, высотой 1,8-2 метра и шириной 80 см. А для просторной комнаты отличным вариантом будут холодильники side-by-side. При стандартной высоте 1,8 метра их ширина может достигать 120 см. Тут важно соотнести габариты холодильника с местом, куда будете его ставить. Обязательно берите в расчет открывание дверцы и не забудьте про дверной проем. А то обидно, когда купили вот такого красавца, а на кухне его никак не пронести. Также от габаритов зависит объем холодильника. Я бы рекомендовала обращать внимание именно на полезный объем. К примеру, около 200-260 литров холодильной и 80 литров морозильной камер подойдет для семьи из 3 человек. Касаемо расположения морозильного отделения, дело личных предпочтений. Холодильники с камерами, расположенными снизу, принято считать европейским стандартом, сверху азиатским, а модели side-by-side относят к американскому стандарту. Теперь расскажу о типах охлаждения. Их всего 3 – статический, динамический и no frost. В статической системе специальные трубки охлаждают заднюю стенку, которая после передает холод внутреннему пространству. Но сразу скажу о существенных минусах. Во-первых, на этой же стенке может нарастать так называемая шуба из-за высокого уровня влажности. Во-вторых, система довольно энергозатратная. Модели с динамическими системами охлаждения имеют такой же алгоритм работы, только они дополнены встроенным вентилятором, который распределяет холод по всему объему камеры. И в первом, и во втором типе охлаждения, как правило, одинаковая капельная система разморозки. Когда холодильник выключается, льдинки, образованные на задней стенке, тают и капли стекают в специальный резервуар. И третья система, наверное, самая популярная сейчас – no frost. По сути, это кондиционер внутри холодильника. Тут охлаждаются не стенки устройства, а подаваемый вентиляторами воздух. А чтобы снизить уровень влажности, производители оборудуют модели no frost испарителями. Такая система в разы эффективнее предыдущей. Но, как по мне, главное то, что ее не надо регулярно размораживать, так как внутри сухой микроклимат. А теперь разберемся в типах компрессоров и принципе их работы. Начнем с обычных. Работают они так. Устройство включается на полную мощность, охлаждает до нужной температуры и выключается. В следующий раз он включается, как только температура поднимется до определенного уровня. Но такие модели похвастаться ресурсом прочности и низким уровнем энергозатратности не могут. Зато они просты в обслуживании, плюс бюджетные. Инверторный мотор работает немного по-другому. Он после включения сразу охлаждает камеры до заданной температуры и далее, работая в полмощности, поддерживает ее. Этот, в отличие от первого, не такой шумный, менее энергозатратный, да и с ресурсом прочности тут все ок. Но надо понимать, что и цена на модели с таким типом мотора порядком выше. Линейный компрессор представляет собой комбинацию первых 2 типов. Тут датчик сравнивает установленную температуру с той, которая в холодильнике. Если они отличаются, то система начинает быстро охлаждать. Когда отметка достигнута, устройство не прекращает работу, а продолжает сравнивать показания. Кстати, линейный компрессор появился не так давно, к тому же унаследовал преимущества 2 предыдущих типов. На параметре энергоэффективности особо останавливаться не буду, тут и так все понятно. Конечно же, лучше выбирать модель с наивысшими показателями А+, в идеале А с 3 плюсами. Что касается уровня шума, то по стандарту он не должен превышать 45 дБ, но даже пониженный или повышенный на несколько пунктов особой роли не сыграет, хотя на цене сказаться может. Я бы рекомендовала лучше обратить внимание на гарантийный срок. Ну и напоследок вкратце расскажу о полезных фичах, например, о суперохлаждении холодильной камеры. Эта функция поможет летом быстро охладить сок и воду. Суперзаморозка морозильного отделения удобна для быстрой заморозки большого количества продуктов. А в режиме отпуск значительно сокращается потребление электроэнергии. Также обращайте внимание и на внутреннюю организацию, например, специальные зоны. Фреш-зона с нулевой температурой подойдет для хранения мяса, рыбы. В зоне для молочных продуктов температура +2, а для фруктов
фруктов и овощей плюс 4. Ну а с дизайном, думаю, вы и сами разберетесь. Напишите в комментариях, какая модель холодильника у вас, довольны ли вы ею и на какую бы поменяли. Если было полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. А также узнайте, чем инверторный кондиционер отличается от обычного, и узнайте, как мотивировать детей на занятия спортом. Пока!